всякую фигню, да. А будем говорить действительно о недвижимости и о недвижимости, которая выражается в цифрах. Это самый, так сказать, правильный и точный метод статистического анализа, который позволяет действительно понять, а что же произошло с рынком недвижимости острова. Друзья, традиционно начинаем с административно-территориального деления. Остров Кипр делится на две части. Южная часть живут греки-киприоты, и северная часть живут, естественно, турки-киприоты. Входит административно-территориальное деление 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции номер 4 Ларнака. Итак, друзья, перед вами следующий слайд. Здесь также мы будем говорить о административно-территориальном делении уже не острова Кипр, а провинции Ларнака. Видим, Google Map отрисовывает нам вот такую красивую картинку. Это именно провинция Ларнака, куда входят, давайте раз, два, три, четыре, пять. Я сказал 6, да, ошибся. 5 крупных городов-муниципалитетов. Итак, муниципалитет Ларнака, муниципалитет Арадипу, муниципалитет Ливадия Ларнака, муниципалитет Драмалаксия Мену и общины провинции Ларнака. То есть на карте красными пятнышками я продиктовал вам 4 крупных города-муниципалитета, а все вот остальное, вот это агломерация общин, которые также имеют свое название. И в дальнейшем будет все эти названия, вы можете посмотреть там, где есть рынок недвижимости, и увидеть, что произошло с рынком недвижимости. А следующий слайд посвящен уже, друзья, непосредственно недвижимости. Будем говорить как о новом, так и о старом жилье. Давайте сразу договоримся, что новое жилье – это квартиры, которые сданы в эксплуатацию. Они отличаются от старого жилья большей площадью, более комфортными условиями проживания. И дома сделаны из более, так сказать, энергосберегающих, энергоэффективных материалов. Ну, так гласит молва от компаний-застройщиков. Хотя я живу в доме, который относится к классу, естественно, С. Ну, почему естественно? Потому что выбирал сознательно именно дом, а не многоквартирный, так сказать, многоквартирный дом. Поэтому разницы, если честно, не чувствую, но мы говорим сейчас по факту классификации, которую не я придумал. Итак, на вашем экране у нас карта муниципалитета Ларнака, и говорим о новых квартирах. Новые квартиры класса И, Б показали стоимость в конце июля 3012 евро за квадратный метр, и видим динамику роста за месяц 0,17%. Если вы посмотрите вниз, здесь также карта, которая дублирует те показатели, которые я только вам перечислил. Единственное, что здесь уже административное территориальное деление самого города, муниципалитета Ларнака на районы, микрорайоны или же ценовые зоны, ну так называют картографы. Вы можете посмотреть историческое название того или иного микрорайона и посмотреть, как достаточно сильно меняется стоимость квадратного метра в зависимости от локации. Внизу подытоживающие данные, которые я перечитывать не буду, потому что они вот на карте здесь, и мы уже о них говорили. Давайте посмотрим, что же произошло в период сравнения уже 1 год с новым также жильем муниципалитета Ларнака. Здесь мы видим период исследования июль 2025 год, 2927 евро. В июле 2026 года это уже 3012 евро, что в годовом измерении, смотрим внизу, вот здесь красным шрифтом, нам показала динамику роста 2,90%. Друзья, это вполне адекватное поведение рынка. Почему адекватное, я вам расскажу в конце видео, когда мы будем говорить о макроэкономических показателях. То есть все дорожает, недвижимость является также у нас, друзья, что товаром. Поэтому совершенно логично, товар должен дорожать, потому что, в общем-то, наблюдается определенная инфляция. Об этом всем чуть позже. Следующий слайд у нас посвящен также
муниципалитету Ларнака, но только уже будем говорить о старом жилье С, Д, Е, Ф. Это, еще раз напомню, друзья, многоквартирные дома, сюда не входят домовладения и не входят, конечно же, крупные вот эти коттеджи, но это все домовладения на самом деле, поэтому это мы говорим сейчас только исключительно о многоквартирных домах. Итак, мы видим, что 2393 евро стоимость квадратного метра старое жилье, и подорожала она чуть больше, на 0,21% в сравнении с новым жильем. Для сравнения видим новое, старое, да, стоимость и динамика роста. Внизу можете посмотреть по локациям, которые вас заинтересуют. Здесь мы видим, в общем-то, большой разброс по стоимости квадратного метра, но подытоживающие данные, они соответствуют тому, что вот мы уже проговорили с вами. Переходим уже к следующему городу, не следующий город-муниципалитет, а тенденции, что произошло со старым жильем города-муниципалитета Ларнака на протяжении 12 месяцев или 1 года. Период сравнения тот же у нас, естественно, будем говорить о июле 2025 года, где видим стоимость старого жилья данного муниципалитета составляла 2308 евро за квадратный метр. И в июле 2026 года это 2393 евро за квадратный метр, что показало динамику роста внизу красным шрифтом, друзья. 3,65% за год подорожала недвижимость, старое жилье. Естественно, мы увидели чуть больше, чем новое. Но опять же, повторюсь, это вполне разумное поведение. Почему? Потому что старое жилье, оно и дешевле стоит, и с точки зрения, так сказать, даже инвестиций, мы потом будем говорить об инвестициях. В конце я чуть-чуть буквально затрону аренду. Это пассивный доход, который получает человек, который приобрел недвижимость. И в зависимости от класса рынка недвижимости он получает или больше пассивный доход, или меньше. Но это все будет